у нас есть уникальная возможность в прямом эфире с Андреем пообщаться. Андрей, слышишь ли ты нас? Первый. Да. Ого! Да, слышу. В бане. Привет. Андрюх, привет, Андрюх, привет, как ты? Ты в Привет, бане? Женек. Я походу, да, что-то рядом. В общем, Рядом с баней. в любом случае рад тебя видеть и не хочу задерживать тебя. У меня к тебе вопрос. Смотри, мы с тобой так давно Давай. знакомы, и даже, мне кажется, я когда-то тебе говорил, ну возьми отпуск, ну съезди, слетай куда-нибудь. Вот Да. первый раз ты сам это сказал. Сам сказал, что Да. я куда-нибудь поеду, мне это на самом деле греет Да. душу. И скажи, пожалуйста, как выглядит идеальный отпуск для Андрея Рублева? Да, пока что просто без тенниса пожить. Вот он самый будет идеальный. Но в каком месте хотя бы без тенниса пожить? Во что, многих, фанаты не знаю, забегут? посмотрим. Сейчас месяц будет для себя, поэтому в нескольких местах побуду. Понял, спасибо. Андрей, опиши, пожалуйста, вот этот сезон, с каким, не побоюсь этого слова, послевкусием он заканчивается, 2025. Да, с нормальным послевкусием, смотря что иметь в виду, результаты или состояние. Ну давай разделим эти итоги, на самом деле, на две важные части. Давай разделим. Начнем с результатов. Спрашивай. Начнем с результатов. С результатов, понятное дело, что, как и любому, наверное, спортсмену, кто занимается спортом, хочется показывать высокие результаты, хочется доходить до финальных стадий. И, понятное дело, в плане какого-то, наверное, результатов, то этот сезон был не таким хорошим, как сезоны до этого, предыдущие. Вот. Поэтому, если в плане результатов его отмечать, что он не был таким хорошим. Если говорить про само состояние, то оно намного лучше за последние все года, что когда-либо было, поэтому хорошо, в принципе, оцениваю этот год в любом случае. Так, теперь состояние тогда. Так я же говорю, что состояние как раз-таки наоборот хорошее за последние годы. Больше, да, наверное, стабильнее всего. Стабильнее всего из всех. Андрей, Андрей, ты, в принципе, на самом деле, у меня тоже есть заготовленный вопрос, но ты на него уже ответил. Что же, у нас не заготовлено. Не заготовлен абсолютно вопрос, сейчас вот импровизирую. Но, Давай. да, это межсезонье будет ли оно длиннее, насколько это непривычно, и успеешь ли ты, на самом деле, отключиться и пожить для себя? Ты сказал, у тебя будет месяц, но сможешь ли ты это сделать? Отличный вопрос. Как я? Да, конечно, смогу отключиться, уже отключился. Поэтому какой дальше был вопрос? Нет, Гриш, ты можешь разделить вопрос как-то? ну смотри, получается, сначала нужно отключиться, чтобы потом хорошо подключиться, правильно? Ну, мне кажется, отключаться легче, чем Если тебе подключаться. так нужно, сделай, я не знаю. У меня все. У меня тоже. У меня тоже. Так, ну вот, На Андрей, каком же вайбе Рублев заканчивает этот сезон? Если Просто ты- топ. ты как раз в интервью говорил о том, что ловишь, это цитата, пофигистическое ощущение. Это сейчас что-то вот такое, да, происходит? Поймал. Мы сейчас все поймали, да? Хорошо, поймали. Напитываемся. Ну, расскажи, пожалуйста, вот что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, вот ловишь пофигистическое ощущение? Для тебя Да, когда это я такое говорю что? пофигистическое, я Нет? вообще не помню такого. Отмена. Он этого не говорил. Нет, не было знаю, такого. Я много чего говорил, я не помню. Нужен весь этот... Все. Нет, имел в виду, Ну, Андрей, нет, ну, да. в том плане, что ты после матча, мне кажется, с Сонага сказал о том, что ты отпустил как бы ситуацию, давление, и это помогло тебе сыграть лучше. И интересно понять, вот, насколько это для тебя вообще новое ощущение, что ты как бы позволяешь себе не контролировать, может быть, где-то то, что происходит на корте, например, отпускать какие-то вещи. Вот об этом хотелось понять. Ну, конечно, тяжело это, потому что когда ты всю жизнь делаешь одно и то же
когда у тебя выработалась привычка, там, я не знаю, переживать, убиваться и все остальное, там, я не знаю, зацикливаться, что нужно это, нужно лучше, нужно еще сам себя, когда загоняешь вот в это состояние, и ты в этом всю жизнь живешь, в этом всю жизнь как работаешь, и от этого делаешь какие-то выборы, то, конечно, отпускать где-то там контроль, давление самого же себя, это нелегко, это занимает время, как все перестраивается внутри, в голове, в ощущениях, и когда ты это получается, когда там состояние более стабильное, оно как-то немного, возможно, легче получается, потом бывают какие-то откаты, потом понимаешь, что это тяжело поймать опять, и оно вот так вот идет чуть-чуть вперед, а потом назад, потом опять куда-то вперед вроде, потом опять назад, и вот оно пока вот в таком каком-то направлении. Да, спасибо. И вот, может быть, продолжая этот вопрос отчасти, в интервью в этом году нам, да, ты несколько раз говорил, это тоже было что-то новое от тебя такое слышать, что помимо результата важен процесс, и важно получать от процесса удовольствие. Вот хотелось узнать, да, вот, то есть получаешь ли ты сейчас до сих пор от тренировочного процесса удовольствие, да, несмотря на то, что результат то есть, то нет, и что вот тебе больше всего сейчас в этом процессе, в твоем, может быть, нравится, что доставляет, мотивирует, драйвит, какие-то такие, может быть, вещи? Процесс, слава богу, мне всегда доставлял удовольствие. То есть мне не нужно было себя заставлять, чтобы работать, не нужно было себя заставлять, чтобы приходить на тренировки каждый день. То есть мне это, слава богу, как-то тоже выработалась эта привычка, то, что я всегда себя требовал. Она выработалась так, что уже не нужно больше требовать от себя, но как-то само у меня, неважно какое состояние, неважно сколько проблем, неважно что, то есть выходить и работать уже оно как на автоматизме, поэтому заставлять себя не надо. Поэтому наслаждения сейчас больше немного, потому что появился Марат с его новым видением, плюс какие-то все равно я для себя подчеркиваю новые взгляды, и на тренировках это как-то дает еще больше как новые какие-то ощущения, новые эмоции, поэтому я даже сказал, даже тренировочный процесс немного снова, по новой, вот не снова, а по новой, какое-то новое удовольствие стали появляться, другие, вот. Андрюх, смотри, такой вопрос. А если бы в этом сезоне тебе бы дали возможность переиграть какой-нибудь либо один матч, что ты вот улыбаешься? Вот что ты улыбаешься? Ты на меня смотришь и улыбаешься? Да, мне тебе приятно нравится. Тебе прям смотреть еще с этой челкой наверх. Красавчик же, нет? Красавчик, я же не спорю. Да, если была бы возможность переиграть либо один матч, либо турнир, какой бы ты выбрал из них в этом сезоне? Матч или турнир? Матч или турнир в этом сезоне. Австралия, вообще без понятия. В этом сезоне без понятия, честно. Не знаю. Наверное, пусть будет финал Гамбурга. То есть там я откровенно меня переклинило там, я даже, сам проиграл. Там меня конкретно переклинило в финале Гамбурга. То есть пусть он будет в этом сезоне. Остальные все турниры либо не хватало уровня, либо еще чего-то, а там конкретно меня переклинило. Андрей, было ли в этом сезоне у тебя, и как часто ты ловил это ощущение, что ты топ-игрок? Умблдон не поймал, кстати, вот. На Умблдоне. То есть это типа на весь турнир, да, это ощущение было? Или как это работает? Как оно появлялось? Да, там как-то на весь турнир. То есть я прям, когда приехал первую неделю тренировочную уже в Лондоне, стал понимать, что, я все-таки классно, у меня сейчас уровень, классно тренируюсь, прям вообще. То есть я не помню давно, точнее, на тренировках я вообще такого уровня не видел от себя никогда. То есть у меня было единственное, надеюсь, хоть чуть-чуть из этого перейдет в матчи, и в итоге получилось, сыграть достаточно хорошо. Хорошо. 4-й круг я сыграл, но я в том плане, что достаточно уверенно обыграл ребят до этого, и неплохой матч сыграл с Алькарасом. 100%. Учитывая все то, что там происходило, и результаты, которые были до этого, для меня это была позитивная такая неделя.
Соответственно, это и самый успешный отрезок этого сезона, да? Ну, наверное, в плане каких-то чувств, как мне нравилось, как я играю и так далее, туда. Мгм. Андрей, после Да, Шанхая и ЕТС ты поехал, ну, ты с нами поделился фотографией скалолазания. Да. А расскажи немножко про этот свой опыт. И знаешь, еще, что бы тебе еще хотелось попробовать? Не знаю, может быть, дайвинг? Или, не знаю, Не, на дайвинг гору Не подняться? мое. А на гору На подняться? гору хочу, да. Да? Да. А на какую? Да. Да все равно, хоть на детскую. Не, ну... Ну, не знаю, там же есть их разные, там, не знаю, но Эверест, конечно, это очень сложно, не знаю, там Не, масала. ну, там еще не выживу, там подготовка нужна не хуже, чем у олимпийских чемпионов. Поэтому... Да немного, наверное, чего хочу. Ну, как минимум, да, там полазить по горам, разные какие-нибудь виды спорта поделать. Мне вейкборд нравится, сноуборд нравится, поэтому... Ну, а, допустим, у тебя... как минимум... Что больше тебя разгружает, грубо говоря, там, ну, твой мозг, можно так сказать? Больше, когда ты ходишь, ну, в горы, или, допустим, ты тот человек, который тебе кажется, да, море, песок, пляж, и ты говоришь, мне больше ничего не надо. Вот что больше твое? Если, мне кажется, я смогу до конца разгрузить свой мозг, мне вообще все равно. Даже если это будет кровать. Мне больше ничего не надо будет. Если я смогу его разгрузить, это будет вообще победа всей жизни. Ну, Поэтому, хорошо, а если ты будешь лего горы собирать, ты не нравятся, да, разгрузишь? горы. Да, возможно, и загружу еще больше. Еще и лего не соберу, еще и разобью его. Андрей, последнее, мы тебя отпускаем. Еще 2 вопроса можно. Серьезно? Да, я разрешаю, Конечно, давай, беру на можно себя всю хоть 3. ответственность. Настя, Вот. итак, ладно, тогда мы full идем, full house вообще. Если бы у тебя была возможность провести выставочный матч с каким-нибудь, за большие деньги, неважно, с каким-нибудь селебрити, музыкант, спортсмен, вообще кто угодно, знаменитость, кто бы это был? Вообще все равно, потому что я о таком никогда не думал, и нафиг мне об этом... Зачем мне об этом думать, вот. Хорошо, если не выставочный матч, то ужин. Ужин Вообще об этом таком не думал. с Маратом Сафи. Я... Да, с Маратом вот с радостью бы еще поужинал. Так, Это Я будет. не знаю, я не думаю о представлениях, смысл о них думать. хорошо, тогда у нас еще есть один вопрос. Это Игорь просто мечтал его задать. я Да, чувствую. извини, Давай. я обязан Главное, был. чтобы не представлять что-то. А там не надо ничего представлять, там надо вспоминать. Ты говорил когда-то, что ты фанат Golden State Warriors, команды NBA, которая много раз была чемпионом. Как Да, с этим да. сейчас обстоят дела? Сколько человек, как ты думаешь, назовешь из чемпионского состава? Да нисколько. Это, мне кажется, когда я это говорил, мне было, возможно, лет 16-17. Ну, там был один игрок-то, но ты же его помнишь? Ну, одного игрока, конечно, знаю. Вот. И это, я имею в виду, я просто всю предысторию. То, что мне было лет 16-17, и тогда тема баскетбола такая вроде среди моего возраста ребят в теннисе была такая популярная. И ты как бы хочешь не хочешь, начинал тоже следить. И я как бы фанатом меня тяжело назвать, потому что я все равно следил поверхностно. Ну вот, и там было, да, 2 команды, когда там, может, мне было лет 16-17, я следил за Miami Heat и Golden State. Ну и все, но это там прошло пару месяцев или сезон даже, и это такая поверхностная слежка ушла, поэтому кроме Стива Гарри никого не назову. Он все еще там. И Леброн тоже все еще Я в знаю, лиге, что так он что там. можно... И Леброн, я знаю, что там. Как бы, я далекий, но не настолько далекий. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Андрей. Андрюх. Спасибо. Спасибо. Да, без проблем. Спасибо, ребят.